Привет, Арми. Присутствие Стива Аоки на стадионе Allegiant во время недавней проверки звука BTS мгновенно стало одним из самых обсуждаемых моментов среди фанатов в социальных сетях. Это произошло не из-за объявления о новом сотрудничестве или неожиданного появления на сцене, а из-за одного простого, но значимого факта. Стив Аоки пришел просто посмотреть выступление BTS, несмотря на свой плотный график всемирно известного диджея и продюсера. Его появление на огромном стадионе в Лас-Вегасе стало символом давних и теплых отношений между ним и южнокорейской группой. Многие ARMY увидели в этом моменте явное доказательство того, что BTS — это не просто еще один глобальный музыкальный феномен. Группа, состоящая из RM, Джина, Шуги, Джей-Хоупа, Чимина, Ви и Чингука, успешно построила подлинные отношения со многими крупными фигурами американской индустрии развлечений. Стив Аоки – одно из имен, наиболее часто упоминаемых, когда речь идет о том, насколько любимы BTS международными музыкантами. Когда камера стадиона сфокусировалась на Стиве Аоки возле сцены, толпа немедленно разразилась ликующими криками. Реакция фанатов показала, что Стив далеко не чужд миру BTS. Его лицо хорошо знакомо ARMY уже много лет, особенно после их легендарного сотрудничества над ремиксом MIC Drop, который стал одной из ключевых вех на пути BTS к американскому музыкальному рынку. В то время MIC Drop не только имел коммерческий успех, но и открыл глаза многим людям в западной музыкальной индустрии на огромное влияние BTS. Стив Аоки стал одним из первых американских продюсеров, по-настоящему понявших энергию группы и ее глобальный потенциал. Он не рассматривал BTS как просто временный тренд. Напротив, Стив неоднократно демонстрировал искреннее уважение к их мастерству, трудолюбию и музыкальной самобытности. Их отношения больше напоминали дружбу, чем типичное профессиональное партнерство. В различных интервью на протяжении многих лет Стив Аоки часто хвалил трудолюбие BTS и описывал их как артистов, глубоко преданных как своей музыке, так и своим поклонникам. Он также несколько раз выразил восхищение ARMY фандомом, который, по его мнению, обладает необычайной энергией и преданностью, редко встречающимися в индустрии развлечений. Именно поэтому, когда Стива Аоки увидели стоящим и наслаждающимся саундчеком BTS на стадионе Allegiant, многие фанаты почувствовали, что стали свидетелями продолжения истории, которая строилась на протяжении многих лет. Не было никакой формальности или стремления к пиару. Улыбки Стива, его кивки в такт музыки BTS и аплодисменты участникам – все выглядело естественно и с гордостью. Этот момент также послужил напоминанием о том, что BTS преодолели культурные барьеры, которые когда-то считались сложными для азиатских артистов в Соединенных Штатах. Сегодня имя BTS известно не только широкой публике, но и уважаемым музыкантами, актерами, телеведущими и ведущими инфлюенсерами по всей Америке. Одной из фигур, постоянно демонстрирующих поддержку BTS, является Джимми Фэллон. Отношения Джимми Фэллона с BTS на протяжении многих лет стали примером того, как группа успешно выстроила теплые связи с американскими развлекательными СМИ. Фэллон никогда не скрывал своего восторга, когда BTS появлялись на его шоу. Многие фанаты даже считают Джимми Фэллона одним из американских ведущих, лучше всего понимающих энергию и обаяние BTS. От специальных выпусков «Недели BTS» на шоу Джимми Фэллона до многочисленных непринужденных интервью, полных смеха, отношения между Джимми Фэллоном и BTS всегда казались естественными. Фэллон неоднократно признавал, что восхищается трудолюбием участников, их способностью развлекать публику и тем, насколько скромными они остаются, несмотря на свою огромную мировую популярность. Именно эта близость делает BTS особенными в глазах американской публики. Они не просто международные артисты, успешно продающие альбомы или собирающие стадионы. BTS удалось установить эмоциональные связи со многими известными личностями в Америке. Эти отношения не были построены за одну ночь, а стали результатом долгого пути, последовательности и искренних и теплых характеров участников. В индустрии развлечений, часто наполненной конкуренцией и созданием имиджа, BTS известны своей искренней химией. Многие американские знаменитости, изначально просто любопытствовавшие, в итоге становились настоящими поклонниками после личной встречи с ними. Похоже, то же самое произошло и со Стивом Аоки.
Сотрудничество Стива и BTS всегда было особенным, потому что оно строилось на взаимном уважении. После MIC Drop они снова работали вместе над проектом Wasted on Me, который еще больше подчеркнул их близость. Стив даже несколько раз говорил, что работа с BTS была невероятно приятным опытом, потому что участники всегда выкладываются на полную в каждом проекте. A.R.M.Y. также видит в их отношениях нечто большее, чем просто бизнес. Между ними выросло чувство братства. Именно поэтому присутствие Стива Аоки так важно. Выступление на стадионе Allegiant Stadium вызвало у многих фанатов бурные эмоции. Он пришел не как обычный гость из индустрии, а скорее как старый друг, который хотел поддержать тех, кем искренне восхищается. Атмосфера на стадионе в тот вечер была необыкновенной. Тысячи A.R.M.Y. заполнили стадион с самого утра, неся светящиеся фиолетовые палочки. Когда BTS начали саундчек, энергия толпы мгновенно взорвалась невероятным восторгом. Даже для репетиции их выступления ощущалось как настоящий концерт. Среди всех участников Ви стал тем, кто привлек наибольшее внимание в тот вечер. Его сценическая аура была невероятно мощной с того момента, как он впервые появился под светом прожекторов стадиона. С расслабленным, но харизматичным выражением лица Тэхёна удавалось заставлять весь стадион ревести каждый раз, когда камера фокусировалась на его лице. Элегантная внешность Тэхёна в сочетании со спокойными жестами сделали атмосферу саундчека еще более эмоциональной. Многие A.R.M.Y. в социальных сетях говорили, что в тот вечер его аура напоминала ауру классической кинозвезды, стоящей на сцене крупнейшего в мире концерта. Даже когда он просто мягко улыбался или приветствовал фанатов легким взмахом руки, стадион тут же наполнялся криками. Когда Тэхён начал петь свои вокальные партии, атмосфера стала еще более волшебной. Его глубокий и теплый голос разносился по всему стадиону, создавая момент, который заворожил многих фанатов. Камеры стадиона неоднократно показывали, как Стив Аоки с восхищением улыбается, наслаждаясь выступлением Тэхёна. Эта небольшая реакция мгновенно стала вирусной в социальных сетях и еще больше растрогала A.R.M.Y. Многие фанаты посчитали этот момент глубоко символичным. Всемирно известный диджей и продюсер Стив Аоки пришел просто посмотреть репетицию BTS, и он, казалось, искренне наслаждался каждой частью их выступления, особенно когда Тэхён был в центре внимания. Это показало, что влияние BTS на мировую музыкальную индустрию поистине огромно и неоспоримо. В самих Соединенных Штатах история BTS стала одной из самых захватывающих в современной индустрии развлечений. Они пришли из южнокорейской музыкальной индустрии, которая когда-то часто недооценивалась на западном рынке. Но постепенно BTS удалось изменить это восприятие благодаря музыке, упорному труду и эмоциональной связи с поклонниками. Сейчас их не только принимают в Америке, но и искренне любят. Билеты на их концерты всегда раскупаются быстро. Их появление на крупных телешоу неизменно привлекают огромное внимание. Что наиболее важно, они заслужили уважение многих известных деятелей американской индустрии развлечений. Присутствие Стива Аоки на стадионе Allegiant Stadium стало подтверждением всего этого. Он стал символом того, что BTS заняли особое место в сердцах многих американских музыкантов. Их отношения были построены не на мимолетных трендах, а на искреннем восхищении талантом и характером BTS. То же самое можно увидеть и у многих других знаменитостей, которые взаимодействовали с BTS. От телеведущих и певцов до спортсменов и голливудских актеров многие открыто выражали свое восхищение группой. BTS успешно оказали огромное культурное влияние, особенно на молодое поколение в Америке. Однако за всеми этими достижениями скрывается одна вещь, которая делает BTS любимыми: они по-прежнему кажутся людьми. В каждом интервью участники часто демонстрируют забавные, неловкие, теплые и заботливые стороны друг другу. Такие мелочи сближают многих людей. Стив Аоки, кажется, прекрасно это понимает. Именно поэтому его отношения с BTS всегда казались искренними. И тот вечер на стадионе Allegiant, похоже, стал очередным доказательством того, что уважение и восхищение Стива к BTS остаются такими же сильными, как и прежде.
Когда огни стадиона осветили сцену золотыми красками, а тысячи ARMY продолжали скандировать имена участников, Стив Аоки стоял среди толпы, наслаждаясь атмосферой с гордой улыбкой. Для кого-то это могло показаться всего лишь небольшим моментом во время саундчека на концерте. Но для ARMY эта сцена имела гораздо более глубокий смысл. Это было доказательством того, что BTS удалось создать нечто большее, чем просто музыку. Они завоевали сердце, уважение и искреннюю любовь людей со всего мира, включая крупных американских знаменитостей, которые теперь открыто выражают свою поддержку. И в тот вечер на стадионе Allegiant, под ликование тысяч ARMY и фиолетовые огни, заполнившие стадион, Тэхён стал одним из главных центров внимания. Тем временем Стив Аоки в очередной раз показал миру, что BTS — это не просто успешная группа мирового масштаба, а культурный феномен, который действительно любят. Эмоциональная атмосфера на стадионе Allegiant сохранялась еще долго после окончания саундчека. Даже когда участники прощались и медленно покидали сцену, тысячи ARMY оставались на своих местах, продолжая скандировать имя BTS с невероятным восторгом. Социальные сети мгновенно наводнили видео, фотографии и эмоциональные реакции фанатов, которые чувствовали, что стали свидетелями поистине незабываемого момента. Среди бесчисленных видеороликов, распространяющихся в сети, многие фокусировались на Стиве Аоки, который спокойно наслаждался атмосферой, наблюдая за BTS с явным восхищением. Фанаты отмечали, насколько искренними выглядели его выражения лица на протяжении всего мероприятия. Вместо того, чтобы выглядеть как знаменитость, пришедшая ради пиара, Стив, казалось, был полностью погружен в выступление, гордо улыбаясь, наблюдая за взаимодействием участников с публикой. Для многих ARMY именно такие моменты делают путь BTS таким значимым. Группа никогда не полагалась исключительно на популярность или тренды. Вместо этого они построили свой успех на искренности, последовательности и эмоциональной связи. Именно эта подлинность продолжает вызывать уважение не только у фанатов, но и у видных деятелей индустрии развлечений. Тэхён, в частности, оставался одной из самых обсуждаемых тем после окончания саундчека. Многие фанаты описывали его присутствие в тот вечер как незабываемое. Его спокойная уверенность, элегантная внешность и теплый вокал создали атмосферу, которая казалась почти кинематографической, прямо на стадионе. Каждое его движение, улыбка и взгляд, казалось, были способны привести всю толпу в эмоциональное возбуждение. По мере того, как в сети распространялись видеоролики с выступлениями Тэхёна во время саундчека, фанаты заметили несколько моментов, когда Стив Аоки выглядел особенно впечатленным его выступлением. Эти реакции быстро стали вирусными темами среди ARMY, и многие фанаты говорили, что этот момент идеально отражает то, насколько уважаемы BTS на мировой музыкальной сцене. Для давних поклонников видеть, как Стив Аоки продолжает поддерживать BTS спустя столько лет, было очень трогательно. Их связь сохранилась на протяжении многих этапов карьеры BTS, от первых дней их прорыва в Америке до их нынешнего статуса одной из крупнейших музыкальных групп в мире. Несмотря на всю славу и достижения, связь между ними по-прежнему кажется искренней и неизменной. Эта прочная дружба также отражает нечто большее, чем просто влияние BTS. На протяжении многих лет группа постоянно преодолевала барьеры, которые когда-то ограничивали азиатских артистов в западной индустрии развлечений. Они доказали, что музыка, эмоции и подлинность могут преодолевать языковые и культурные различия. Благодаря этому многие артисты и знаменитости, которые изначально открыли для себя BTS из любопытства, в конечном итоге прониклись к ним настоящим восхищением. Когда вечер подошел к концу, образ Стива Аоки, стоящего среди тысяч светящихся фиолетовых огней, остался одним из самых запоминающихся моментов для фанатов. Он символизировал нечто большее, чем просто поддержку известного диджея. Для ARMY это означало признание, уважение и мощное влияние, которое BTS оказали на весь мир. И, возможно, именно поэтому такие моменты продолжают так сильно отзываться в сердцах фанатов по всему миру. Помимо аншлаговых концертов, рекордных достижений и мировой славы, BTS удалось создать нечто гораздо более долговечное – подлинную человеческую связь.